Займите удобное положение. Постарайтесь максимально расслабиться. Слушайте свое дыхание, звуки моего голоса и фоновой музыки. Постарайтесь ни о чем не думать. Медленно плывите, растворяясь в этой медитации. Меня зовут Вероника Никитенко, и сегодня я вам прочитаю медитацию по старшему аркану Таро «Император». Чем для вас является дом, в котором вы сейчас живете? Стены, которые вас согревают? Люди, с которыми вам хорошо? Место, где вы можете быть главным? Место, в которое не хочется возвращаться? Может быть, ваш дом – это любое место, в котором вы находитесь? Может быть, дом – это место, в котором вы есть? Дом, отголоски которого до сих пор живут в вас, это дом родителей. Первое место, где важным было ощущение самого дома, покоя, безопасности. Мама и папа, вы, другие члены вашей семьи. В этом доме главным человеком вряд ли были вы, но вы постоянно боролись за внимание к себе с другими. Не всегда боролись, а только пока были совсем ребенком. Когда вы подросли, вы стали главным в родительском доме, вернее, в своей комнате, которая была частью этого дома. В этой комнате были ваши порядки, которые постоянно или периодически могли нарушаться родителями или не нарушаться вообще. Ваша детская комната – это ваш первый опыт создания своего личного пространства. Создание своего государства, в котором все подчиняется только вам. Позже вы стали создавать себе другой дом. Вне родительского или внутри него – это не так уж важно. Важно, что вы начали процесс отделения от родителей и процесс утверждения своего эго так, как вы его ощущаете. Император – это сепарация, взросление, полное отделение от других.
и начало своей взрослой жизни. Когда вы взрослый не по возрасту, но по духу, вы не можете быть зависимым от кого-то. Любая попытка манипулировать вами или принуждать вас приспособиться неизбежно приведет к конфликту, а впоследствии к расставанию, к разрыву любых отношений, к разрыву любых соглашений, к разрыву любого взаимодействия и любых связей с человеком или объектом ситуации. Все это происходит потому, что главная задача императора – это сохранение и удержание своих границ. Это абсолютная, тотальная власть, авторитет, репутация, возможность свободно принимать любые решения, не думая о том, что же о вас скажут или подумают другие люди. Император – это возможность жить так, как считаете только вы. Но тем не менее, император – это проекция вашего внутреннего родительского авторитета на внешний мир. Именно там, в доме ваших родителей, и кроется некий символ высшей власти, который до сих пор управляет вами. Император – это прежде всего патриархат. Теневой император – это прежде всего жестокий, бескомпромиссный, тоталитарный домострой. Патриархат или домострой – все это есть власть и господство мужчин над женщинами. Но суть этой власти проистекает из бессознательного страха своей собственной слабости и уязвимости. Страха потерять лицо, страха, что эта слабость и уязвимость полностью поглотит мужчину и покажет ему его самого не тем, кем он себя представляет, а тем, кем он вообще не хочет быть. Любое авторитарное общество воспитывает мужчин с очень жесткой установкой, запрещающей не только испытывать какие-то эмоции, но и воспринимать эмоции других людей. Это причиняет невыразимую боль мужчине и накладывает колоссальный отпечаток на его личность. Любое насилие всегда базируется на страхе и бессознательном уничижении себя самого, за запрет на проявление своей уязвимости, своих эмоций и чувств,
потому что все они в комплексе воспринимаются человеком как неправильные. А все неправильное должно быть уничтожено на корню. Когда вы проявляете жестокость по отношению к кому-то, без очевидной на то причины, задумайтесь, что именно вы пытаетесь уничтожить внутри себя. Что внутри вас является недостойным вас, по вашему мнению? Какого мужчину хотите себе вы? Каким мужчиной являетесь вы? Императрица, как женский архетип, не может терпеть рядом с собой человека, не способного испытывать эмоции, человека, прячущего свои эмоции. Потому что тот, кто прячет свои эмоции и запрещает себе чувствовать, не способен дарить любовь. А там, где нет любви, нет жизни. Мужчина, боящийся своих эмоций, не знающий, что с ними делать, не понимающий, как именно можно проявлять их, запрещающий себе чувствовать, глубоко несчастен внутри себя. Такой мужчина не может подарить любовь ни женщине, ни детям. Да, он может дать заботу. Да, он может обеспечить материальное благополучие. Но будет ли с ним счастливой женщина? Будут ли с ним полноценно счастливыми дети, которые так нуждаются не только в любви мамы, но и в любви папы? Император – это не только патриархат и жестокость, ограничения и законы, которые могут причинять неудобства, запрет на эмоции. И император прежде всего – это стремление жить по своим собственным правилам, опираясь на свои собственные принципы, видение, желания. Император привык жить в своем собственном ритме. Император не терпит, когда ему навязывают свое мнение. Император очень ригидный. Он не готов идти на компромисс. Он ничего не готов менять, если его порядок устоялся. Те, кто готов чтить законы императора, правила императора, становятся для императора теми, кого он всегда будет защищать. А возможно, будет даже делиться плодами своих трудов или своим вниманием и заботой. Социальные правила – это император. Государство – это император.
Любая часть вашей жизни, где есть правила и установленный порядок, это император. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была для вас, а не для других, не будьте покладистым и удобным. Озвучивайте свое мнение, когда это необходимо. Не терпите пренебрежительное отношение к себе. Уважительно относитесь не только к другим, но прежде всего к себе. Вы и границы вашей личности – это ваш дом. В вашем доме должно быть тепло и сухо, сытно, комфортно, стабильно и безопасно. Ни вы, ни другие не должны пострадать от нападения или иных проблем. И император – это тот, кто всегда учитывает, что рядом со мной могут находиться опасные люди или в жизни могут случаться неприятные истории. Император учитывает эти риски. Он заранее готовит свой план для того, чтобы можно было их обойти или справиться с ними. Но все ли может исправить император? От всех ли напастей он может защититься или защитить других? Нет. Выше него есть более фундаментальные законы, более важные порядки и правила. Иногда они вмешиваются в жизнь именно для того, чтобы император не сидел на месте, а шел вперед, завоевывал, захватывал, подчинял, создавая из всего этого нечто стабильное, устойчивое, процветающее и прекрасное. В какую сторону вы сейчас должны идти, чтобы не просто создать в своей жизни что-то прекрасное и процветающее, но еще и сохранить это, удержать свою власть в этом, сохранить себя, свою репутацию и не потерять тех, кто вам доверился. Сделайте это. У императора есть еще одна важная роль. Папа – это император. Папа, отец, батя
Иногда папой становится дед. Два в одном – папа и император. У всех людей разная история с папой. Есть добрые истории, любящие и заботливые папы, папы, вокруг которых вращается мир. А еще есть папы, не папы, но они тоже заботливые и любящие. А еще есть такие мужчины, которые были просто звеном в вашем рождении. Вряд ли их можно назвать папой. Какая бы история ни сложилась в вашей жизни, давайте поговорим про папу и с папой. Даже если этот папа всего лишь ваша фантазия и мечта или тяжелые воспоминания. Давайте поговорим с той частью нас, которая несет в себе отпечаток самого лучшего папы на свете. Вы и есть сейчас этот папа. Для себя и для других. Папа, от которого исходит свет и тепло, любовь, внимание, признание, одобрение, мягкое наставление без насилия, отсутствие критики, принятие, разговоры по душам, рыбалка, ремонт машины, первые уроки вождения и многое другое. Папа, я люблю тебя, папа. Я знаю, папа, и ты любишь меня. Даже если твои руки никогда меня не держали, даже если твои глаза меня никогда не видели, я знаю, ты любишь меня. Может быть, это и не совсем ты, папа. Может быть, это совсем не ты, папа. Может быть, это кто-то другой. Может быть, это кто-то более возвышенный, более великий. Может быть, это та часть меня, которая стала мне папой и дала мне то, что я никогда не испытывал. Папа. Я бы очень многое отдала за то, чтобы увидеть тебя, папа. Услышать тебя, почувствовать твою любовь. И если сейчас у меня есть такая возможность, я скажу тебе. Я скажу тебе эти слова вслух. Папа, я люблю тебя. Как бы ни было, спасибо тебе, что ты был и есть, даже если ты не рядом. Даже если тебя никогда не было. Потому что если бы тебя вообще никогда не существовало, не было бы и меня. Но я есть. А значит, и ты есть. А значит, в моей жизни существует целостность. Значит, в моей жизни есть на кого опереться. Значит, в моей жизни
есть я. А если в моей жизни есть я, значит, все у меня получится.